Как вы заметили, за 6 выпусков я превратился из ламера, который делал вид, что шарит в интернете, в продвинутого пользователя с зарегистрированными страничками во всех соцсетях с аудиторией более 3 миллионов человек. И это без учета 7 друзей в Снэпчате. С моим погружением в глобальную паутину мне стало понятно, что в интернете мало образовательного контента. Поэтому я решил перепрофилировать свое шоу из пропагандистского в образовательное. Как минимум на 1 выпуск. Это Дружко Шоу. 7-й выпуск. Накрутим просмотров для статистики. На телевидении как и что делать нам говорят в новостях. Поэтому я решил подхватить эту тенденцию и тоже начать с новостей. Дональд Трамп написал твит с неизвестным словом «кафифи». Если бы американские журналисты знали русский, то сразу бы догадались, что Трамп хотел написать «смау-ау» и просто забыл переключить раскладку. Такого бы не произошло, если бы он использовал наработки российских программистов, именуемые в широких кругах «пунтосвинчер». Его функция заключается в том, чтобы переводить непонятную тарабарщину на логичный русский язык. Вы спросите, что же означает «шмау-ау»? В поисках истины я попробовал убрать все гласные, но не нашел ответа. Тогда я убрал согласные, и слово пропало. А когда нет слова, нет и расследования. RDTCN. Многие люди заблуждаются, когда думают, что интересные события происходят только в России. Но это не так. Что-то необычное происходит и за ее пределами. В немецком городе Виттенберг появился робот-священник, благословляющий верующих и читающий Библию. Машины посягнули на святое в прямом смысле этого слова. А что дальше? Скоро они начнут покупать внедорожники и разъезжать по неровным дорогам Германии? Будут присваивать себе исторически важные здания и оборудовать их в свои базы для подзарядки? Введут обязательный предмет робототехники в школах? А может, они еще и попросят удалить фотографии своего дорогого автомобиля с Орловского сайта? Не знаю. Гоняя по голове серое вещество, я осознал, что мне лучше замолчать. А то вдруг я могу оскорбить чувства айтишников и робототехников. Роботы должны служить людям. Как я уже говорил, моя миссия в этой серии – просвещать вас. И поэтому я включил в эту часть шоу образовательный элемент. В предыдущих выпусках вы познакомились с термином «рекламная интеграция». А сейчас мы разберем понятие «открытая реклама». На примере телефона ZTE Blade V8. Чтобы прорекламировать этот телефон, вам следует сказать: зрители, я рекламирую телефон ZTE Blade V8. Вы можете подумать, что, скрываясь за ширмой образования, я только что прорекламировал телефон. Уверяю вас, что это не так. Вы бы еще могли усомниться, если бы я сказал, что у него двойная камера, возможность постфокусировки и функция 3D-съемки, а также, что его удобно держать. Если бы я произнес слоган «Меняй фокус на ZTE Blade V8». Но поскольку этого говорить я не собирался, вы можете быть уверены в моей, как модно стало произносить, прозрачности. Следующая новость, помимо информативности, несет в себе еще и аудиовизуальную нагрузку. Давайте посмотрим, как полицейские из ЮАР наказывают людей, которые воровали яблочки. Хорошая практика. Но мне было бы интересно посмотреть, что бы делали полицейские из ЮАР, если бы поймали на взятке чиновника. Ведь закидывать яхтами и дворцами довольно сложно, а бросать деньги было бы элементарно жалко. Получается, что для этой роли подошли бы только очень накачанные и немеркантильные люди. Таких людей в мире всего 2. Я и Александр Невский. Но так как я постоянно занят, а Александр снимает годный контент для Евгения Бэдкомедиана, чиновников из ЮАР просто бы отпустили.
Вот так вот. Для повышения темпа моего шоу я разбавляю его различными рубриками. Но следующую рубрику лично я перематываю. Здравствуйте, с вами по-прежнему Лев Шагинян. Видимо, Сергей Дружко не смотрит биржу мемов и не знает, что я творил на прошлой неделе. Наступило лето, а значит, пришло время подвести итоги прошедшего месяца. На рофлограмме за май видно, как вели себя мемционеры. Тем более, что динамику роста рофла в последнюю майскую неделю обеспечивает свежайший тренд – спиннер. Движемся дальше. Новыми красками заиграл мем про сверхразум. На этот раз мастера каламбуров решили поковеркать имена. Так в МДК и Овсянке лук-инвесторы вкусили Рафаэлла и натыкали виртуальных сердец этим мемом. В борще крикали с нового шаблонища про цвет кожи. Ну, лично мне кажется, что мемосян довольно быстро надоест, потому что цветов кожи, в общем-то, не так уже много. Админ Фоч заставил ололошить мемберов от самого себя, ну и не мудрено, ведь большинство именно так себе и представляло адменов различных пабликов. Еще один новый шаблон появился в ФТП и тут же разлетелся своими гусиными крыльями по стране. Спешу заверить, гусь определенно стоит внимания ваших луисов. Переходим к мем-новостям. Алишер Усманов запустил конкурс мемов про самого себя. Я не смог, конечно, удержаться от соблазна потроллить и запилил таки мемчик в тему. Ну и достойно ли мое творение победы, сейчас оценит один из наших экспертов. Здравствуйте. Что скажете? Ну, видимо, без шансов тут. Прямо из болота к нам на прямую связь вышел представитель паблика «Борщ» Игорь Назаров. Игорь, здравствуйте. Расскажите, как прошли экзамены? Надеюсь, не засосала вас тягомотная подготовка? Здравствуйте, Лев. Подготовка к ЕГЭ была тяжелой. До сих пор не могу выбраться из-под письменного стола. Игорь, мы связались с вами не просто так. Насколько я знаю, вы закончили школу. Чем планируете дальше заниматься? Буду работать. Всю жизнь просижу в офисе. Ну, собственно, как и большинство людей. Это хорошо, потому что вы продолжите радовать нас новыми мемами. С нами на связи был Игорь Назаров. Давайте пожелаем ему не утопать в рутине и оставаться таким же жизнерадостным молодым человеком. Ну а на этом у меня все. С вами был Лев Шагинян, мамин мемционер, папин миллионер. Какой забавный черный бараш. Спасибо, Лев. Недавно я узнал, что в интернете есть валюта, которая ценится больше, чем лайк. Аналитики предрекли рост курса биткоинов до $10 тысяч в течение 10 лет. Впервые о биткоинах я услышал еще в 2008-м, когда люди, испуганные глобальным кризисом, вкладывали свои деньги в технику. Я же решил вложиться в цифровые неосязаемые деньги, которые производят миллионы компьютеров по всему миру, обмениваясь информацией. В биткоины. Прятать эти киберсбережения я мог только в своем компьютере, потому что хранить виртуальные деньги под матрацем неудобно. Поверьте мне, я пробовал. Жесткий диск во сне плотно впивается в бока. Поэтому я принял волевое решение создать папку «Новая папка» и заархивировать ее вместе с биткоинами популярным на тот момент способом WinRAR. Этот архив я спрятал в другой архив, а тот в четвертый. И так до той стадии, пока окончательно не запутался. Прошло 9 лет, и сейчас один биткоин стоит почти $2500. При помощи несложных математических расчетов можно понять, что мое состояние в переводе на доллары составляет 134 миллиарда. А это значит, я самый богатый человек на планете. Осталось только найти эту новую папку. Деньги дороже друзей. С трендов западного Ютьюба к нам перекочевал образовательный формат, родоначальником которого является популярный сайт BuzzFeed. В этих видео жители разных стран пробуют блюда незнакомой им кухни и описывают свои ощущения. Так как кроме армян у меня нет знакомых иностранцев, то я решил снять этот формат своими силами. Ну, в смысле, ну просто борщ. Ну, борщ. Прямо, по-моему, точно такой же ел утром. Это не гаспачо, это борщ. Капуста. Ну и жира светится. Ну, это котлета, да. А это пюре. А почему ему больше положили?
Ну, нормально. Обычное пюре. Ну, котлета похожа на котлету, а пюре на пюре. Банальное блюдо. Да, ничего особенного. Такой же, как и борщ. Очевидно, пельмени. Пельмени. Вчера покупал пельмени. В магазине можно купить. Там написано пельмени. Прям на холодильнике на целом. Ты открываешь пельмени. Такое. Ты будешь доедать свой? Всю жизнь я считал себя экспертом в теориях заговоров. Но, наконец-то, нашелся человек, который более достоин этого звания. Я наткнулся на небольшой канальчик, который побил все мыслимые рекорды по некультурным словам, неуважению к старшим, просто неприятному человеку в кадре. В одном из своих роликов владелец недружелюбно настроенного канала хотел приписать мне предвзятость в политических вопросах. Японский летчик-смертник попытался протаранить мой авианосец сатиры своим маленьким самолетиком хейта. Но Перл-Харбор не удался. Раз уж у нас образовательный выпуск, то я бы хотел объяснить Дмитрию, что такое сатира. Сатира – это горький кофе, который, выливаясь, растекается по всему блюдцу. И было бы странно, если бы жидкость заполняла лишь его часть. Поэтому специально для тебя и для людей, схожих с Шелдоном Купером, я какое-то время буду помечать такой юмор особенной табличкой. В конце своего спича я готов открыть страшную правду. На самом деле, мы с Навальным давние друзья. Учились вместе в одном вузе. Только мне обучение оплачивал Кремль, а ему Госдеп. Все блогеры – товарищи. Часто ли вы смотрите российские фильмы? Если у вас есть чувство самоуважения, то редко. Но ничего не поделаешь, если фильм, очень популярен. Пользователи интернета на сайте Кинопоиск подняли рейтинг фильму «Он вам не Димон» до уровня Форест Гампа и «Зеленой мили». Никогда еще наше отечественное кино не было так высоко оценено. Очевидно, что это хитрый план Министерства культуры по поднятию российского кинематографа с колен. Эта мысль долго бегала по закоулкам моих извилин в поисках выхода, но свалилась в изнеможение. И я осознал, что правительство своими действиями стимулирует граждан больше смотреть наше кино. И мне, как актеру, такие тенденции нравятся. Где еще в мире так пиарят авторские короткометражки? Это too much. Каждый преподаватель в конце учебного года дает задание на лето. Поэтому я в конце своего образовательного выпуска тоже решил попросить вас кое-что сделать. Ежедневно, проверяя, сколько мне осталось набрать подписчиков для того, чтобы обогнать Ивангая, я натыкаюсь на некую потустороннюю силу, которая стоит между мной и им. Get Movies. YouTube-канал, у которого нет лица. Канал «Няня». Канал «Фантом». Глядя на темпы роста этого канала, я осознал – это нечестная гонка. Ваня один борется против целой махины. Мы должны ему в этом помочь, иначе крупные продакшены продолжат вытеснять нас, блогеров, с YouTube. Мы, блогеры, добились успеха лишь своими силами, а они за счет качества и огромной команды профессионалов теперь отбирают у нас аудиторию. Я этого не позволю. Поэтому мое домашнее задание для всех – помочь Ване. Вам нужно перейти на его канал и подписаться. А чтобы у вас не было желания перейти на канал Get Movies, я заспойлерю вам все сезоны мультсериала «Фиксики». Главными героями в этом произведении являются детальки, которые живут внутри техники и чинят поломки, созданные Дим Димычем, 8-летним мальчиком, в доме которого живут фиксики. На этом построен весь сюжет, и в каждой серии поломка является новым вызовом для фиксиков. А в конце концов все приборы будут починены.
Приятного просмотра!